Судя по всему, Konami решили вернуться к своим истокам, и это не просто громкие слова, а слова, которые Konami подтверждает своими небольшими действиями. И сейчас речь идет не столько о Pro Evolution Soccer, как мы привыкли, а скорее о японском названии игры Winning Eleven. Как все это связано с eFootball, что нам ожидать в недалеком будущем и какие конкретные шаги предпринимает Konami, обсудим в сегодняшнем видео. Я рад вас приветствовать на канале Realistic PES и напоминаю вам, что ваши лайки способствуют продвижению ролика и канала соответственно. Поэтому не забывайте про них, ну и в комментариях делитесь своим мнением, это также способствует продвижению видео. Если вы здесь впервые, то обязательно подписывайтесь, прожимайте колокольчик, ну а мы приступаем. Как и всегда, мы начинаем издалека. Что же такое Winning Eleven? Если кто-то не в курсе, то это бывшее название нашей любимой серии Pro Evolution Soccer. Дело в том, что раньше релиз игры отличался в Европе и в Азии. И если в Европе выходил привычный нам вариант PES, то есть опять же Pro Evolution Soccer, то в Японии игра называлась Winning Eleven. Это можно трактовать по-разному. Победителей 11, 11 победителей и все в таком роде. И не так давно это название игры вновь всплыло в нашем комьюнити. И также непосредственно связано с eFootball, но обо всем по порядку. С чего же все началось? А началось все с небольшого трейлера, который Konami выложили в японском аккаунте eFootball. По сути, он посвящен eFootball и второму сезону в рамках 23-й части, которая уже в свою очередь посвящена чемпионату мира в Катаре. Но перед этим всплывает предыдущее название игры на японском языке, а именно Winning Eleven. То есть, если присмотреться, здесь мы наблюдаем нашу излюбленную 21-ю часть, 20-ю часть и предыдущие части, которые были в серии ранее. Данное вступление трейлера можно трактовать по-разному, но если обратить внимание на эти кадры и в целом досмотреть трейлер до конца, то в принципе заметно, что все эти названия, а именно Winning Eleven, складываются в eFootball, то есть из PES, из Winning Eleven в eFootball. А поэтому, скорее всего, на возвращение Winning Eleven и в частности Pro Evolution Soccer рассчитывать не приходится. И в принципе на этом можно было бы и закончить, если бы не еще одно но. Не так давно игроки заметили, что Konami обновили регистрацию на торговую марку под названием Winning Eleven. И если верить предоставленному скриншоту, то эта лицензия продлевается еще на 10 лет, то есть до 32 года. Я не буду лезть в правовую основу данного вопроса, потому что это все достаточно сложно, но если честно, мне трудно представляется, что компаниям, разработчикам нужно каждый раз обновлять свою торговую марку. И уж тем более ту, которую они по сути уже и не используют. То есть я это к тому, что вряд ли они обновили эту торговую марку, чтобы сохранить свои авторские права на название Winning Eleven, которое, опять же, около года-полтора не используется. И именно поэтому у игроков уже начали возникать различные предположения, что опять изменят название игры или отчасти вернутся к Winning Eleven. Например, тот же релиз оффлайн режимов может сопровождаться под маркой Winning Eleven и будет, по сути, две отдельные игры, кто знает. И много-много подобных предположений, которые, опять же, ни на чем не основываются, кроме как на обновлении данной торговой марки. Но с другой стороны, это может означать все, что угодно. А поэтому даже самые нереальные и трудновоплотимые варианты не стоит отбрасывать в сторону. Потому что это же Konami, и с ними может произойти все, что угодно, опять же. Мы можем получить как отдельные режимы под таким названием, отдельную игру, или может быть это один большой ностальгический жест в сторону Winning Eleven, кто знает. Но в любом из случаев не стоит удивляться. И как-то вот так вот. Вновь навалили различных слухов и предположений, пока в самом eFootball особо ничего интересного не происходит. В комментариях под этим роликом я буду ждать ваше мнение по поводу всего услышанного, что вы думаете на этот счет, к чему Konami обновили регистрацию на торговую марку под названием Winning Eleven и стоит ли после этого что-нибудь ожидать. Пишите в комментариях. Не забывайте поддерживать это видео своими лайками, друзья. Подписывайтесь на наши соцсети, ссылки, которые присутствуют в описании. Ну и подписывайтесь на этот канал тоже. У меня же на этом все. Я всех благодарю за просмотр и желаю вам всего самого наилучшего. До скорых встреч!